Всем привет! Вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Sisterhood. Что это? Точно, ведьма Кипариса, которая вот эта вот четвертая кандидатка, с которой одна из старейших ведьм, которая хочет оставить все, как было при Эдане. Окей. Здравствуй. Я Кипариса, приятно познакомиться. Добро пожаловать, я Фортуна, тоже рада знакомству. Спасибо за приглашение. Разве приглашаем? Мы вроде тебя не приглашали, ты сама пришла, нет? Я хотела познакомиться с тобой лично, прежде чем борьба разгорится. Мне приятно это слышать. Извини, что тебе пришлось проделать такой путь. Согласно приговору, вынесенному Эданой, мне осталось еще 800 лет изгнания. Я об этом знаю. Эдана многое рассказывала. Одной из ее главных слабостей был страх, который ты в нее всела. Я даже не знаю, как к этому отнестись. Я тоже, именно поэтому решила нанести тебе визит. Чтобы проконтролировать меня? Чтобы составить собственное мнение. Честное слово, у меня самое лучшее намерение. Тебя окутывает особая аура, подсказывающая, что я могу тебе доверять. Растения более чувствительны к подобному. Теперь я понимаю, что страх Эданы был необоснованным. Его породил ее угасающий разум. Узнав это, я вынуждена просить вашу партию сняться с выборов. Чего? Чё? Ты что? Здрасте. Вот это мы, конечно, приехали. Да, извините, если видео будет не видео, а камера иногда скакать, потому что погода за окном просто это что-то с чем-то, типа солнце, дождь, тучи, все вместе и по отдельности, неважно. Короче, что почему, я в натуре не выкупила сейчас этот твой прикол. Все еще слишком человек, чтобы разумно управлять космическим ковеном. Именно поэтому Эдана была хорошей главой. Она напрямую общалась с богами и давно забыла о своем человеческом происхождении. А вот ты, и Георгина, и Жасмин, вы обладаете несметным количеством человеческих недостатков. Что происходит? Среди них и страх, и гордыня, и завистливость, и алчность. Даже то, что вы считаете достоинствами, к примеру, амбициозность или милосердие, а то и простейшие вещи, вроде стремления к комфорту или наслаждению, все это затуманивает ваш разум. Вы состоите из одних недостатков. Спасибо. Лояльно попытаться, но как заботиться о других, ничего к ним не испытывая? В этой вселенной множество живых существ, которые более подходят на роль лидера именно потому, что они не испытывают человеческих эмоций. Ты никогда не интересовалась флорой. Ведьмы в основном слишком зациклены на животных формах жизни, чтобы уделять внимание другим формам. Я дерево. Обладаю антилихией роста и общности. У меня нет индивидуальности, я лишь часть леса. Мы растения, растем, распространяемся, питаем все, что вокруг нас. Большинству из нас не требуется питаться другими живыми существами, и этот простой факт меняет наше восприятие реальности. Человеческое существование настолько прочно зиждется на концепте жертвенности, что вас не трогают бесчисленные формы проявления жестокости. Вы поглощаете миры, а мы растения их исцеляем. Я буду заботиться о тебе, как бы ты со мной себя не вела. Ничего себе, вот это она, конечно, выдала сейчас неплохо даже. Даже есть над чем подумать. Вот опять посветлело, ладно. Она, конечно, в целом, в общем, если она действительно дерево, а как мы видим, вроде она и правда дерево, она как бы и права, люди, такие, интересные. Позволь задать тебе вопрос. Какое качество важнее всего для лидерки? Я не могу выбрать. Если бы я выбирала за себя, а не за героиню, я бы не смогла выбрать, потому что Во-первых, нужно знать факторы, что это за лидерка чего. В нашем случае, допустим, Ковена. То есть, помогать другим ведьмам, да? Мне кажется, должно быть несколько качеств. Но если выбирать по одному и отвечать за нашу героиню... Ум, возможно. Самоотверженность 50/50, сопереживание это да, оно нужно, но нам нужно выбрать одно, поэтому я не уверена. Сопереживание да, но одновременно и не совсем да. Обаяние неплохо, порядочность тоже неплохо. Я считаю ум.
Да, это желательное качество, но оно может сыграть злую шутку с тем, кто подвержен досаде, открыт искушению или поддается гневу. Именно умнейшие личности обычно принимают самые сомнительные решения. Это типично для людей. Возможно, но самоотверженность. Вот оно что. Понятно, блин. Окей, запомним. Это самое важное качество для лидерки. Она или он должны ставить нужды общества прежде своих. Люди, хоть и изобрели это понятие, не способны на самоотверженность. Этому мешают эмоции, о которых мы говорили ранее. Удовлетворение, уважение, честь, дружба. Продолжать можно бесконечно. Люди способны совершать самоотверженные поступки, а вот жить самоотверженно не могут. Лидерка, лишенная всех эмоций, просто бездушный механизм. Ты права, но я все равно хочу стать главой Ковен. Ты хочешь сказать, что люди не должны быть во главе? Я 50 на 50 согласна, честно говоря. Но я бы, наверное, все-таки выбрала вот это. Что это просто бездушный механизм. Прям вообще всех эмоций лишен. Угу. Ну, как сказать? Оно-то так-то и да. Механизм. Да блин, сложно. Что в этом плохого? У лидерки должен быть стимул, должно быть воображение. Она должна уметь идти на риск и ставить под угрозу будущее целого сообщества. Да, люди верят лидеру именно потому, что верят в предложенный им курс на перемены. Иначе это не лидер, а просто управитель. А что не так в наличии способного управителя? Это ведет к застою. В отличие от растений, для нас движение – это жизнь. Понимаю, значит, для тебя и твоих сестер это важнее стабильности. Как и для всех ведьм, произошедших от людей. Спасибо, ты помогла мне лучше понять наш Ковен. Послушай, Кипариса, хочешь, я тебе погадаю? Ты предлагаешь это сопернице? Я предложила это не потому, что я хочу помочь Ковену, у меня не такое побуждение было, а в том, что... И, блин, хотя с другой стороны, а вдруг я смогу предсказать что-то плохое, этого я тоже не совсем хочу. Я полагаю, что мне не стоит этого делать. Спасибо большое, солнце. Можно, пожалуйста, не так сильно? Я не знаю, выбрать... давай погадаем. Я не знаю, просто хочу погадать. Ну, типа, серьезно, у меня нет никаких... Давай узнаем, что готовит мне судьба. Скажи, чем ты хочешь узнать у карт? Сейчас у меня на уме лишь одно, и это для меня очень важно. Сумею ли я сохранить наследие Даны? Я прожила много эпох, период властвования Даны был самым мирным и благополучным. Ну да, за счет некоторых ее сестер. Не отравляй гадание своей обидой, оракулу подобное не пристало. Права. Я сосредоточусь на твоем искреннем желании и думаю об Дане, пока я тасую карты. Давай, погнали, наследие. Открытие, обман, тайна, решительность, прямодушие, власть. Сейчас ничего-нибудь придумаем, короче. Опа, сколько ответов у нас, смотри-ка. Вот это последняя вообще жесть. Так, все прочитаем, конечно. Да, Ковен будет боготворить Эдану, принесенную ей жертву. Большинство будет следовать ее философии, хотя официально это уже не требуется. Ты украдешь одну из масок Эданы, снимешься с выборов. Затем ты покинешь Ковен, чтобы основать культ, который будет следовать тому, что нашепчет вам маска. Нет, но ты сможешь с этим смириться и найти счастье в чем-то еще. О, это идеально. Ковен будет ценить вклад Эданы в его развитие, но со временем неизбежно начнет следовать новым идеям. Нет, ты не выдержишь напряжения предвыборной гонки и сойдешь с ума. После этого все потеряет значение. Нет, я не хочу ей вот этого вот, хотя, блин, это все красные, прикинь, а это вроде самое сильное. Либо вот это, либо вот это. Будет ценить вклад Эданы в развитие, но со временем... А вот даже не знаю. И вот это неплохо. Неплохо. Давай вот это. Для нее счастье выберем, а чё? Кипариса немножко молчит. Что не так? Разве счастье это плохо? Счастье для меня не важно. Я хочу, чтобы дело Эдана жило вечно. Ничто не вечно. Я это знаю. С той минуты, как я взяла на себя эту задачу, я поняла, что это безнадежно. Я должна была попытаться. Теперь ты отступишься? Нет. Даже малая толика наследия Эданы бесценна, и я должна ее сохранить. Ясно. Благодарю, что позволила мне взглянуть в будущее, Фортуна. И за твое гостеприимство. Удачи тебе на выборах. Да, тебе того же.
Что тут с циклы? Ура! Вернулась сестра. Прекрасно. 30 циклов осталось. Что у нас тут? Ой, ну воительницы прям вообще просто. Нам надо новеньких и поставщиц, наверное, под себя как-то подставить, да, подогнать. Отчет. Реклама среди поставщиц. Встреча с поставщицами прошла хорошо. Они все поддерживают Жасмин, но кое-кого мне все же удалось переманить на нашу сторону. Поставщица очень заинтересовала идея общественных работ. Хорошо придумано. У меня есть для тебя задание, ага. А давай еще, знаешь кому? Давай новеньким. Рекламируй. Так. Да? Никого нету. А ну-ка, пошли. Мы могли бы, конечно, еще карт создать. А давай создадим. Ну, не уверена, создадим, не создадим, но посмотрим, потому что разбить колоду я, короче, не могу. Но я могу попробовать создать еще что-то прикольненькое, да? Только вот что? Что я хочу? Так. Водопады монахов. Да, вот у меня уже нету как раз-таки для монахов вот этих вот. Шаг 2, короче, у меня не будет уже. Блин, да тут половины у меня нет, потому что я с самого начала, я ж не знала, что их нужно сопоставлять. Ну, хотя я не уверена, насколько это было бы тоже правильно. Давай посмотрим. Закатный причал. Самая большая из известных звезд когда-то ветреет. Два красного сверки. Угу. Здесь обитает водное божество, демонические пустыни и лунный камень. Светлая степь. Когда наставница Жасмин ушла на покой, она призвала дюжину акров зачарованных лугов, вдохновившись стихотворением самой юной ведьмы своего коина. Ну, давай посмотрим. Так, что у меня тут есть? Ух, на него ух ты сколько. Единственный выживший член братства Тихой Скорби, получившего свое название из-за обета молчания, которое давали все братья. Гайториан. Ужасы путешествуют по космосу. Это же... по космосу не в силах никому навредить, но стоит открыть перед ним двери, они станут кошмаром для всего сестринства. Блин, слушай, а вот этот вот... А ну-ка, верните мне. Для него у меня вряд ли что-то есть, да? Да вряд ли. Блин, а я реально хочу сделать с этой картой. Ну, блин. С этой штукой карту. Блин, блинский. Вот реально. Капец, прям вот это хочется, охота сделать. А ну верни еще раз. Храм лунного камня, может быть, подойдет. Или... Может быть, Дифрения? Хотя нет. Блин, нет, подожди. Я реально хочу его использовать, но я не уверена, куда его использовать. А давай посмотрим, что тут еще есть. Голем. Угу. Голем у меня есть. Верни назад. Кто еще может подойти сюда? Блин, сложно реально. Ладно, я не буду пока ничего делать. Так и быть, давайте пока что, наверное, просто подождем. Что поделать? Позаниматься, почитать, лечь спать. Лечь спать. Подождем, пока кто-нибудь придет. Тест Тьюринга. Тебе снится. Ты говоришь с архитекторкой, которая будет проектировать для тебя стеклянный замок.
Замок или замок? Замок. Архитекторка говорит, что за работу ты должна позволить ей съесть кусок твоей печени. Ты готовишь ее под соусом из красного вина с луком и розмарином. Архитекторка дает тебе кусочек, и это очень вкусно. Что происходит у тебя во снах? Хотя, в принципе, в моих снах то же самое. О, привет, подружаня. Так, отчет. Поискать возможных союзниц. Я нашла возможную союзницу, она тебя навестит, и ты сама решишь, что к чему. Ее зовут Куриэль, она ведьма-сенсорик. Она способна влиять на восприятие и ощущения разумных существ, насылать галлюцинации, вызывать синестезию и даже даровать такие чувства, которых у людей не бывает. По-моему, текущая обстановка в Ковине ее тревожит. Не знаю, чем окончится ваша встреча, но поговорить вам в любом случае стоит. Окей. Еще раз иди, кого-нибудь ищи. Я просто не делаю критиковать программу соперниц, я правда не хочу. Компромат на соперниц я правда тоже не хочу. Может быть, я могу это позже сделать, но... Давай еще. Еще ищи. Что тут? Так. Дорогая наставница Фортуна, можно мне тебя навестить, или ты поглощена предвыборной кампанией? Я понемногу учусь управлять своими силами. Вдруг я могу как-то тебе помочь? Обнимаю, Нова. Перцаманка. Дорогая Фортуна, мне нужно сообщить тебе последнее известие о конфликте, который может повлиять на ход выборов. Сообщи, когда можно будет тебя навестить. С уважением, Т. Жетон арбитра номер 210. Ранг растущий месяц. Ход выборов, конфликта. Давайте ее сначала. Конфликт это нам надо. Ну как, это нам не надо, но с другой стороны нам надо послушать. Угу. Снова здравствуйте. Ой, а что у нее с глазом? Это то, что мы говорили, то, что она получит ранение. По-моему, у нее этого не было. О, что с тобой стряслось? Да ничего серьезного. Глаза не единственный способ видеть. Но надеюсь, что это именно та травма, которую ты мне предсказала, и для меня все обойдется потерей глаза. Мне очень жаль. Ничего, за выполнение своего долга приходится платить. Ладно. Так что там за конфликт? Он может нас затронуть? Ну, сейчас в Ковине нефритовых скульпторов идет война. Ситуация обострилась быстрее, чем мы ожидали, и за какие-то несколько недель погибло уже много ведьм. Арбитражному суду пришлось вмешаться, чтобы избежать дальнейших жертв, и то, что еще важнее, не допустить вмешательства других ковинов. Ясно. Главное, что должен сказать, мы просим все ковины воздержаться от участия в этой войне, чтобы скульпторы не обещали взамен. Если вы захотите как-то помочь, пусть это будет исключительно гуманитарная помощь. К слову, я бы хотела кое-кому тебя порекомендовать. Твое пророчество очень помогло не только мне, но и всему арбитражному суду. Возможно, ты сможешь оказать эту же услугу группе беженцев, которые были вынуждены покинуть ковен нефритовых скульпторов, чтобы спастись. Этот хаос нужно хоть как-то упорядочить. Хорошо, я поговорю со своей командой. Для вас в этом тоже может найтись какая-то выгода. Огромное спасибо. Ну что ты, это тебе спасибо. Ты поможешь нам восстановить мир. Я сейчас же уведомлю суд. Они передадут Зире, представительнице беженцев, что она может с тобой поговорить. Ладно, но я ничего не обещаю. Просто пообщайся с ней, а там уж решишь, сможете ли вы как-то что-то для них сделать. Окей, договорились. Ну славно, тогда на этом все. Ни в чем не хочешь признаться? Не, спасибо. Таков протокол, что делать? Ну что ж, как всегда, спасибо за гостеприимство. Так. Окей, согласна. О, привет. Ой, пришли. Вы быстро, слушайте. Патриция, Жасмина организовала для новеньких ведьм встречу в своем саду. Действия соперниц, в смысле отчет по действиям, я не просила же. Реально. Уж не знаю, что происходило на этом чаепитии, но теперь многие из них готовы ее поддержать. Нужно быть осторожней. Я постаралась указать новеньким на их место, но они еще до этого не доросли. Ну ладно, видимо, надо сосредоточить усилия на другой группе. Извини. Блин, серьезно? Новенькие прям... Ух ты ж! Новенькие за меня просто на 0. Поставщицы нормально. Воительниц, конечно, можно попробовать. Исследователи, академики. Давай попробуем исследовательниц. Давай. Так. Я добыл этой сердцевины звезды. Будешь изготавливать новые карты? У меня есть для тебя задание.
А может попросить его тоже союзниц? Хотя нет, а кто б с ним говорил? Он же Левиафан. Компромат поискать? Нет, но он энергии лучше всего набирает, поэтому... Хотя ладно, может быть, потом я его что-то попрошу. В любом случае. Насчет карты, кстати, не уверена. Мне бы, конечно, создать... Что это тут? Настал момент истины. Нужно определиться по пути ли нам с тобой. С уважением, Джун Рейша. Подожди, а кто это? А, я помню. Да, помню. Окей, тут. Здравствуй, недавно я пообщалась с одной из твоих знакомых. Она сказала, что мы с тобой можем оказаться друг другу полезны. В политике я не сильна, но вдруг мой дар способен помочь нашим сестрам в это непростое время. Я не уверена, но сообщи, когда можно будет с тобой встретиться. С уважением, Куриэль. Давайте попросим к себе перцемантку, потому что она только, получается, когда... Ну, мы с ней, короче, должны сейчас поговорить, в общем. Неважно. Нова. Угу. Привет. Привет, с возвращением. Как дела? У меня все прекрасно. Да? Да, несколько молодых ведьм помогли мне обустроить свой садик, и я сразу принялась за дело. Как ты и предсказала, я сумела вывести сорт чили истины. Впрочем, может, твое предсказание меня к этому и подтолкнуло. Уже? Ой, заниматься ведьминским садоводством так здорово. Можно не ждать и ускорить время буквально за минуту получить взрослое растение. Я рада, что тебя это развлекает. И эти чили истины работают? Еще как. Мы с новенькими как-то собрались поиграть в правду или действие, и все крайне быстро вышло из-под контроля. Думаю, это может добавить перчинки нынешним выборам. Представляешь, что будет, если каждая кандидатка перед дебатами такой съест? Здорово, да? Наверное. Ну, я понимаю, что политика дело запутанное и сложное, но я подумала... В общем, это тебе решать. Хочешь, я покажу это чили старшим ведьмам, предложу использовать его в дебатах? Блин, я не знаю. Давай? Да, давай попробуем. Надеюсь, это не вернется против нас. Но если тебе нечего скрывать, то нечего и бояться, так? Ага, точно. Нет. Подожди, я прикинь, ей придется рассказать про то, что она вызвала Левиафана. Ой, вот это будет Тухар, вот это я ее, конечно, тогда сейчас погубила, получается. Тогда в следующий раз, как выберусь из дома, отнесу этот чили старшим ведьмам. Возможно, они решат использовать его на дебатах. Ну ладно, а скажи, как ты освоилась? Ну, я все еще пытаюсь найти свое место, магия, космос, вот это все. Это, конечно, круто, кто бы спорил. Но ничего не могу поделать, мне одиноко. Почему? Не знаю, такое ощущение, что я еще не вписалась в этот ковен. Мне очень хочется принять участие в каком-нибудь общем деле. Вот как. Кстати, я здесь именно поэтому. Если я буду вам только мешать, так и скажи, но можно я присоединюсь к твоей команде? Пожалуйста. Я готова делать что угодно, даже за кофе бегать, ну или вроде того. Я просто очень хочу помочь. Это так мило с твоей стороны? Ну ладно, давай, я не знаю, вряд ли она нам повредит. Давай. Огромное спасибо тебе, Фортуна, ты не пожалеешь. Я буду стараться изо всех сил. Отличный настрой. Ты все равно уже в нашем штабе, так что найди себе местечко, я подумаю, что можно тебе поручить. Слушай, ну хорошо, давайте, как бы сейчас посмотрим, что ты можешь сделать. Задание. Давай поищем компромат. Ну я ведь почти никого не знаю, но я очень хочу вам помогать, так что попробую. Да давай, попробуй. Хоть что-то как бы. Хоть чем-нибудь займется. Так, ты кто? Ведьме Оракулу, здравствуй, меня зовут Зира, мы с сестрами спасаемся бегством из бывшего Ковена, на нас открыта охота, нас хотят уничтожить, мы в отчаянии, прошу, выслушай меня. Так, давай подумаем, кого сначала принять. Вот эту я хочу принять. Куриэль. Давай тебя сначала примем. Так. Привет. Привет, Куриэль. Привет, добро пожаловать. У тебя тут так здорово. Спасибо. Я была бы не против посидеть тут в заточении. О, блин, прости, пожалуйста. Надо же было мне сразу что-то такое брякнуть. Да ничего. Я вечно попадаю в неловкое положение. Прям проклятие какое-то. Да не переживай, я тоже могу что-нибудь ляпнуть, не подумав. Ладно. Ну, поверь, тебе бы не понравилось сидеть тут 200 лет. Видеть уже не могу эти стены. О, знаю, считай это извинением. Что ты делаешь? Ты что творишь?
Так лучше? Ух ты. Ничего себе ты. Куда все подевалось? Не волнуйся, все на месте, я просто изменила наше восприятие. Ого, как здорово. Хотела бы я так уметь. Тогда мне в изгнании было бы куда проще. Ну, забавно, что ты об этом заговорила, потому что я пришла к тебе как раз обсудить мой дар. А что такое? Ну, сенсорная магия годится, чтобы проделывать вот такие фокусы, а кроме этого от нее особо нет пользы. Ты чё гонишь? Я бы такую хотела, да, я бы любую хотела. Перестань, сенсорная магия — это ужасно круто. Ну да, но такая крутизна в нашем сообществе не особо ценится. Я, в общем, понимаю почему. Я никак не могу воздействовать на реальность, и у меня ушло несколько веков на то, чтобы с этим смириться, но временами на меня накатывает синдром самозванки. Да ты что, разве ведьмы тоже от него страдают? В смысле, ты же бессмертная ведьма, ты можешь путешествовать по космосу. В том, что ты ведьма, невозможно усомниться. Ну да, но ты ведь понимаешь, о чем я. Я знаю только один фокус, и он никак не способен повлиять на окружающую вселенную. Вообще никак. Я бы так не сказала, но, наверное, я чего-то не понимаю. В конце концов, именно ты живешь с ним веками. Только не вздумай меня жалеть. Может, у меня и нет полезного дара, но моя жизнь мне нравится. Да ты же сама сказала, что происходит. Я ни в коем случае тебя не жалею. Напротив, мне кажется, у тебя невероятный дар. Спасибо. А как ты воспринимаешь свой дар? Ты же оракул, верно? Меня он устраивает. Да. Да, я еще до перерождения занималась прорицанием. Для меня это привычно. Как здорово. Мне бы тоже хотелось быть в такой гармонии со своим даром. Вообще-то я к тебе поэтому и пришла. О твоей новой колоде ходят слухи, и я хотела попросить тебя о помощи. Хочу узнать, как стать полезной сообществу. Должна предупредить, что это рискованно. Да? Почему? Если я загляну в твое будущее, оно может поменяться. Ну, так именно это мне и нужно. То, что предскажут карты, может определить твою дальнейшую жизнь. Я согласна. Мне нужны перемены, неважно какие, а дальше я разберусь. Ну, хорошо, тогда приступим. Что именно ты хочешь узнать? Я хочу узнать, как я могу внести свой вклад в будущее Ковина. Физический мой дар влиять ни на что не способен, но вдруг мои иллюзии могут как-то помочь сестрам в эти непростые времена. Я понимаю. Так, сосредоточься на самых теплых воспоминаниях о своих силах. Давай. Угу. Так, помоги ведьмам поставить себя на место своих сестер. Покажи ведьмам, что мы получим, если наш Ковен пополнится новыми сестрами. Создай для всех иллюзию того, какими они могут стать, если получат больше силы. Первое мне нравится и второе. Что мы получим, если наш Ковен пополнится новыми сестрами. Помоги ведьмам поставить себя на место своих сестер. Помоги ведьмам. Нет, наверное, все-таки второе. Хотя откуда я знаю? Вдруг мы получим что-то вообще жесткое. Такое, типа, видение гипотетического будущего на весь Ковен? Ну, вроде того. Интересная идея. Мы довольно часто не понимаем, чего хотим на самом деле, пока не станет слишком поздно. Может, это позволит другим понять, какой Ковен они желают создать собственными усилиями. Мне и в голову не приходило использовать иллюзии для чего-то, кроме развлечений или обмана. Помочь другим увидеть возможное будущее. Отличная идея. Спасибо твоим картам. Ну, вот и все. Все? Вот так просто? Угу. Извини, что без спецэффектов. Нет, я правда под впечатлением. Мне нравится, насколько все прямолинейно, и карты у тебя очень красивые. Я бы с удовольствием на остальное посмотрела. Возможно, я стану твоей постоянной клиенткой. Возвращайся в любое время. Ура. Но мне пора. Скорее бы уже начать работу над тем, что подсказали твои карты. Угу, давай успехов. Еще кто-то пришла. Я сейчас не про нее. Так. Я нашла возможную союзницу. Она тебя навестит, и ты сама решишь, что к чему. Ее зовут Минака, она глава исследовательниц. Конечно, это не должность, скорее титул, который она заслужила среди других исследовательниц. Но это знак уважения, что куда важнее официальной позиции. В основном Минака путешествует по границам известной вселенной, нанося звезды и планеты на карту. Она даже создала модель вселенной, которая в реальном времени отображает изменения всех небесных тел, найденных Ковеном. Минака вернулась в Ковен совсем недавно, как раз из-за грядущих выборов. Если сумеем завоевать ее поддержку, на нашу сторону встанут все ведьмы-исследовательницы Ковена. Ничего себе. Давай еще поищи. Еще союзниц ищи, давай. Да. Давайте на этом закончим, и у нас тут еще кто-то.
Фортуна, почему ты не сообщила своей наставнице, что тебе разрешили принимать гостей? У тебя все в порядке? Не хочу навязываться, но я была бы очень рада навестить тебя, узнать, как у тебя дела после 200 лет в изгнании. С нетерпением жду встречи Юэни. Давайте сейчас с вот этим вот поможем, которые беженки. Точнее, не сейчас, в следующей серии. Спасибо вам, Твинчата, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.